Коллеги, всем привет! Вы смотрите «Давай запишем», у микрофона Александр. Сегодня вашему вниманию обзор микшерного пульта Mackie Pro FX6 V3. Приступаем. Где-то с полгода назад мы снимали уже видео на похожий пульт, только там он был 10-канальный, но посчитали, что и с этой моделью вас познакомить лишним не будет. И для начала быстро и коротко обо всем, что тут есть. Каналов 6, 2 моно, 1 стерео на 2 джеках и 1 на стерео мини-джеке. Первые 2 канала на комбо-разъемах, принимают как микрофоны, так и гитары. Имеют срез на 100 Гц и оснащены фантомным питанием. Предусилители Onyx разгонят микрофон до 60 дБ. Частоты высокие и низкие подкорректировать можно. Что еще? Громкость 3 и 4 канала управляется вот этой ручкой, и она же будет управлять громкостью USB соединения, как только мы надавим вот на эту кнопку. С управлением все просто и максимально понятно. Можно подчеркнуть наличие регулятора баланса между входящим сигналом и звука с компьютера, который сделает мониторинг максимально комфортным. Ну и по коммутации, как видите, вопросов никаких быть не может. Последнее, что можно сказать об этом устройстве как о концертном, это наличие процессора эффектов. Это GigFX, пресетов 24, и давайте не поленимся и услышим, как они работают. Итак, быстренько с 1 по 24. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Полный порядок. Ну а теперь, друзья, взглянем на этот пульт как на звуковую карту. Это аудиоинтерфейс 2×4, драйвер собственный есть, скачивается, естественно, свободно. Запись возможна в 192.24. Мониторинг здесь с нулевой задержкой и, повторюсь, баланс при мониторинге настраивается. Плюс ко всему в комплект входит необходимый для записи софт. Это Pro Tools First и Waveform OEM. Какие вопросы обычно нас могут волновать при желании использовать подобные вещи на записи? Первое – это можем ли мы записать целиком микс, или же на запись попадут только микрофоны. Кстати, это то, чем сейчас страдают те же Behringer. Ну, давайте экспериментировать. Итак, беру какое-нибудь произведение, там минус, плюс, неважно, не в этом дело. Музыка пошла. В наушниках я ее слышу, на записи вижу, все идет. Ну и вот вам микрофон, пожалуйста. Можно сверху петь, играть, все пишется. Здорово. С этим разобрались. Следующий вопрос. Запишется ли сигнал с эквализацией и эффектом, или он забирается до всего этого и идет на запись сухим? Сейчас выясним. Итак, запись у нас пошла. Я начинаю крутить ручки. Внимательно слушаем. Вот вам высокие. 1, 2, 3, 4, 5. Вот я их сейчас уберу полностью. Добавлю сразу низа. Ага. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ну и давайте еще возьмем и нажмем эффект. 1, 2, 3, 4, 5. Все играет? Все пишет? И последнее, что нас может беспокоить, это насколько силен выход на наушники. Беру золотую середину между разумом и понтами, то есть 150 Ом, и слушаю, после чего расскажу, что к чему.
Ребята, полный порядок, громче не нужно. Да, и что касается динамических микрофонов, плюс 60 дБ, как я уже говорил, тут есть, так что вытянется любой. Ну что, друзья, все ясно и понятно. 17 тысяч деньги, конечно, не совсем малые, но если вам надо получить универсальное устройство, которое будет работать и в студии, и на мини-сцене, то вариант, по-моему, неплохой. Пишите, если появились вопросы или впечатления, делитесь опытом работы те, у кого такой же прибор есть в арсенале. Ну и, конечно же, оставайтесь в компании с нами. Всего вам доброго и до новых встреч на нашем канале. И микрофон снимет, что я... Да зачем? Что там что-то играет. Да это не надо. Надо. Так, у меня сразу идет, ребята, порядок, громче не надо и так далее. Наушники, или же сделать такой вот жест, ребята, порядок и все остальное.